Привет, ребята! С утра пораньше решила поделиться с вами планами на этот год. Не только своими планами, нашими планами, потому что эти планы касаются моего канала. Вы, наверное, заметили, надеюсь, вам не мешают машины. Ну ладно. Вы, наверное, заметили, что последние видео я снимала на тему произношения согласных, как правильно произносить согласные, про глухие и звонкие. И это неспроста. Это не просто так. Дело в том, что я решила в 2023 году систематизировать материал, который выходит у меня на канале. Конечно, YouTube — это такая свободная площадка, и она предполагает некоторый хаос и свободу. И YouTube для меня — это все еще хобби, поэтому я бы хотела себе эту свободу оставить, но я не могу игнорировать тот факт, что образование в любом виде требует системы. Ну, не то чтобы требует, но система помогает. Когда мы говорим про фонетику, система очень важна. И плюс я не могу отрицать тот факт, что мой канал все-таки образовательный. Я вам помогаю изучать русский язык и ставить произношение. И в этом году мне хочется сделать этот процесс максимально эффективным, результативным. И поэтому материал 2023 года, который будет выходить на моем канале, будет разделен на несколько блоков, тем. Первый блок уже в процессе, уже в самом разгаре. Первый блок — это согласные русского языка и глухие и звонкие согласные. Понятие глухие, звонкие звуки. Второй блок, кстати, будет мягкие согласные, мягкие твердые и гласные русского языка. Вы увидите, почему это так связано. Я вам это покажу. В каждом блоке тем будет выходить несколько видео на эту тему, плюс какие-то свободные видео по желанию. Да, извините, перехожу дорогу. Итак, 6 марта начнется марафон шортсов, коротких видео. Я буду каждый день выкладывать короткие видео. В каждом видео буду разбирать, как правильно произносить согласные. Одно видео, один согласный. А когда этот марафон шортсов закончится, я приглашу вас на онлайн-встречу, онлайн-тренировку. И на этой онлайн-тренировке мы разберем, конечно же, не все темы, это слишком много, но некоторые, самые, может быть, популярные, или те темы, на которые у вас будет запрос. Я поделюсь с вами секретиками, я поделюсь с вами приемами, как овладеть всеми согласными русского языка и как произносить их точно правильно. Мы потренируемся с вами, пообщаемся. Это все будет по первому блоку в конце марта, в начале апреля. Еще одна новость, кстати, и еще одно событие, которое меня привело к тому, что я решила разделить 2023 год на блоки и давать темы, фонетические темы по блокам, это то, что я сейчас нахожусь в процессе создания курса по фонетике. Это будет курс для платформы Coursera. Это очень большое событие, если честно, для меня. Те, кто внимательно и до конца смотрит обычно мои видео, возможно, помнят, что в одном из видео еще в конце прошлого года, 2022,
я говорила, что собираюсь сделать курс. И в январе запускаю его. Вот, я действительно собиралась это сделать, но поскольку от вас я не получила... Слушайте, мне здесь сворачивать или нет? Ладно, свернем здесь. Ну, куда-нибудь придем, да? Значит, поскольку от вас я не получила большого количества отклика, только студенты мои, которые у меня уже занимаются, проявили интерес. Я подумала, ну зачем я буду спешить тогда с созданием этого курса. И тут появилось предложение, появилась возможность создать курс по фонетике для платформы Coursera. Это... О, какая собачка. Смешная венгерская порода. Ой, машина шумная сейчас будет, мусоровоз. Ребята, я надеюсь, микрофон вывезет это. Появилась возможность создания этого курса, и... Так вот, я сейчас буду писать, уже пишу этот курс. И, как вы, возможно, знаете, одновременно с этим я преподаю в университете. У меня есть мои индивидуалы, мои студенты, с которыми я занимаюсь онлайн. Я продолжаю публиковать видео на YouTube, продолжаю вести вас, вот эту мою аудиторию. И еще добавился курс для Coursera. В общем, много всего. И поэтому я подумала, что будет максимально полезно для меня и для будущего курса, если я запараллелю все процессы. То есть одновременно буду готовиться и к видео на YouTube, и к курсу на Coursera. То есть по мере того, как я пишу часть курса на Coursera, у меня появляются всякие интересные материалы, находки, примеры для тренировок. Ну, в общем, всякие интересные фишечки, штучки. И многие из этих штучек я не могу включить в курс на Coursera, потому что там курс... Извините, я постоянно вот так делаю. Но я надеюсь, вы меня ловите там. Там курс предполагает определенный формат, поэтому я не могу включить все туда. То, что я не могу включить туда, но то, что мне кажется интересным, мой опыт, этим я хочу поделиться с вами на заключительных, финальных онлайн-тренировках после блока тем на Ютубе. Вот такие дела, друзья мои. И еще делитесь этим каналом или этим видео, этой новостью с теми, кому, как вам кажется, это может быть полезно и нужно. Почему я вас прошу это сделать? Я вас прошу это сделать не просто для галочки, знаете, подписывайтесь на мой канал и делитесь моими видео. Действительно прошу вас, делитесь моим каналом, потому что YouTube, как показывает мне статистика, продолжает рекомендовать меня на территории Российской Федерации, Украины, Беларуси. В общем, там, где не надо рекомендовать меня. И иногда приходят комментарии оттуда тоже. Иногда приятно, иногда не очень. Чаще всего не очень. Ну, в общем, это совершенно не моя аудитория. И, друзья мои, студенты, изучающие русский язык, да, те, кто хочет говорить красиво и правильно, помогите своим братьям по несчастью, своим, сокурсникам, да, тем, кто тоже изучает язык, найти мой канал. Кстати, вот я решила снять видео по дороге, хотя сегодня я не иду ни по каким особо красивым местам.
в городе. Надо будет как-нибудь снять для вас видео специально с экскурсией по городу, потому что Сегед очень красивый город. Ребята, такой красивый вообще. Так. Сейчас, подождите, я карту посмотрю, чтобы я не заблудилась. Потом я к вам вернусь и зафиналю это видео. Суммируя все, что я сказала, повторюсь. 2023 год на моем канале будет отличаться систематичностью и порядком. Хотя хаос там тоже будет присутствовать, как обычно. Знаете, трудно мне соблюдать жесткий регламент, когда мы говорим про YouTube. Как я уже сказала, это все еще хобби для меня. И как только я начинаю относиться к этому как к работе, к бизнесу тем более, мне как-то становится не по себе, и я все время нарушаю свои обещания и расписание. Но тем не менее, в 2023 году у нас с вами будет система, проходим мусор. По таким дорогам я веду. Очень классный гид из меня получится, правда? 2023 год будет состоять из блоков тем. Их будет 5 или 6 блоков. Первый блок уже идет. Это согласные звуки русского языка. Разница между глухими и звонкими. Там мы с вами поговорим про трудные согласные звуки русского языка. Про р, ла, ш, щ. Про то, почему звуки ж, ш и т очень сложные на самом деле, хотя кажутся простыми для многих иностранцев. Следующий блок будет про мягкие согласные и про гласные. Это очень связано между собой. Вы увидите, почему. Я вам там расскажу такой секретик. Ребята, ваша жизнь разделится на до и после. Вот, как идти-то, елки-палки. Пойдем так. В общем, после каждого блока я приглашаю вас на онлайн-тренировку. Ждите объявления про эту онлайн-тренировку. Ждите сообщения в сообществе на Ютубе и в Инстаграме тоже. Я буду это дублировать. И я думаю, что на сегодня это все. Перехожу дорогу, скоро я на месте. Вот, друзья мои, делитесь моими видео. Желаю вам хорошей недели. И вы мне пожелаете, пожалуйста, хорошей недели, потому что столько процессов сейчас в жизни происходит, столько всего, что я просто поражаюсь, как я успеваю, как я могу сейчас распределять свою энергию на все. Вот как-то получается, знаете, иногда не очень хорошо, иногда хорошо. Ладно, пошла я. Еще не завтракала сегодня. Вот. Все, прощаюсь с вами. Оставайтесь на связи. Не пропускайте объявлений. Пока-пока.